Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад видеть. Юрий Анатольевич, взаимно. Начать я хочу наш разговор с вот такого совершенно тонкой линии или так даже штрих-пунктирной линии проходящего по информационному пространству наступление российской стороны, вот которое должно начаться, когда закончится распутица и все подсохнуть. Уже есть прогнозы погоды о том, что это будет на следующей неделе. И, соответственно, украинской стороны, потому что то, как непомерно гребут всех подряд, видимо, все готовятся к тому, что война будет продолжаться, а вот эти все переговоры, контакты с американцами в Майами, россияне, которые, я так понимаю, по сегодняшней встрече в Майами можно четко уже это констатировать, перекладывают вариант урегулирования по духу или без духа Анкориджа на американскую сторону. Мол, давайте, занимайтесь. И вот сегодня будет главная интрига, да, что конкретно, да, к чему конкретно призовут и какие рычаги задействуют американцы для того, чтобы все-таки завершить войну. От американцев идут сигналы позитивные в этом направлении. Осталось несколько пунктов, говорит Уолтс, представитель при ООН, собственно, настроенный оптимистично, и сам Трамп об этом говорит, что иранская история это отдельно, а украинская отдельно, но все собираются наступать. Куда? Какими силами? И Сырский выходит, говорит, там 200 ударов или там 200 штурмов, это вот увеличивается количество, соответственно, есть какая-то подготовка по направлениям. Как видите ситуацию вы? И, собственно, это будет такое финальное наступление перед каким-то разрешением ситуации или наоборот, обычный, уже там какой, пятый, да, переход в весенне-летнюю кампанию? Да, ну и вопросик у вас, Александр. Ну, я, собственно говоря, не участник ни планирования стратегического российского и украинского, и, скажем, не участник переговоров, если таковые есть на самом деле, между Украиной и Российской Федерацией при, так сказать, участии США. Но некоторые предположения, в принципе, хочется высказать. Конечно, по последним данным, ВСУ активизировались в районе Сумской области. Вот. И в районе Часового Яра. Почему именно там? У меня даже никакие мысли в голову не приходят, для чего это нужно. Но что касается Сумской области, то понятно, что плацдармы, занятые там российскими войсками, они небольшие. И вот по данным российской группировки «Север», в Глуховском секторе противник вынужден был все-таки ввести элитные подразделения Главного управления разведки и сил специальных операций. А также участвовала там и 414-я, простите, бригада ударных сил БПЛА. Они называют себя «Птахи Мадьяра». Ну, хорошо, что не Валькирия какая-нибудь там, нацистская, фашистская. «Птахи Мадьяра», ну, бог с ним. Вот. Пытаются, для чего они это делают? Пытаются любой ценой стабилизировать фронт именно в Сумской области. Конечно, вот этих элитных частей – это не нечто новое, созданное путем той драконовской животной мобилизации, которую проводят ТЦК и в целом Министерство обороны Украины. А эти подразделения элитные были сняты, я подозреваю, с очень важных участков. Ну, например, они были сняты возле тех регионов, где реально есть, скажем, стратегическая необходимость обороны этих населенных пунктов. В частности, столицей города Киева. Вот этих элитных частей, конечно, в Глуховский сектор вряд ли я рассматриваю как подготовку к какому-то такому значимому вторжению.
Скорее, это скорее всего, это кризис ВСУ. Потому как именно на этом участке Сумского направления был очень такой легкий проход российских войск. А потери на этом участке с украинской стороны были очень большие. Ну, естественно, не забывайте еще и про юг Украины. Идея отрезать Украину от моря у Российской Федерации, она жива. Поэтому будет активация, значит, боевых действий, причем очень жесткой манере, как со стороны России, так и со стороны Украины, на запорожском направлении и херсонском направлении. Вот эти два региона, где по Конституции Российской Федерации они уже де юре являются российскими, на них Российская Федерация будет, во-первых, мобилизовывать. Мобилизовывать не с точки зрения объявлять мобилизацию там, частичную или тотальную в стране, нет. Мобилизовывать контрактников. Контракты сегодня в Российской Федерации довольно успешны, потому как есть очень много для людей, идущих служить по контракту в российскую армию, очень много есть привилегий, будем так говорить. Ну и, скажем, патриотизм российской армии, внутри российской армии еще, конечно, никто не отменял. Здесь, еще раз говорю, на юге будут очень серьезные бои вплоть до осени. Вот они сейчас весной, как вы правильно заметили, потеплело, солнышко выходит уже, то есть многие вещи, от которых страдали в первую очередь войска украинской армии, это нехватка тепла, нехватка теплой одежды, обмундирование, нехватка питания. Все это очень здорово сказывалось на моральном духе людей и в том числе на обороноспособности. Вот. Поэтому весна как бы дает надежды ВСУ, что все-таки на юге удастся отстоять и Херсон, и Запорожье. Хотя, честно говоря, у меня в этом есть определенная доля, да не доля, а большая часть того, что я думаю, о чем я думаю, вызывает большие сомнения. Игорь Анатольевич, объявили, ну так, одной строкой об эвакуации 30 улиц города Славянска, эвакуации детей. Она после подписанного закона Зеленским является обязательной. То есть приходят к тебе полицейские и твоего ребенка могут забрать. Ну, то есть насильно, потому что фронт, потому что война. Раньше как бы этого не было, да, это было вроде как незаконно, и вот эта вся история с «давайте вернем детей, воссоединим семьи», это вот долго поднималась на щит какой-то пропаганды, но по сути сейчас эвакуация детей, вот эта, которая объявлена, она будет происходить иначе. Это означает, что начинается битва за Славянск? Ну, она давно уже началась, собственно говоря. Если посмотреть на карту, плохо, что мы с вами вот общаемся, да, и говоря о фронте, о таких вещах, я уже об этом упоминал. Но таковы наши технические возможности, к сожалению. Мы не можем взглянуть на карту, а ведь Славянск, скажем, пусть там на 10-12 километров, в принципе, уже взят в полукольцо. И то, что идет, это, опять же, дикая эвакуация. Вот вы упомянули, что раньше это было антизаконно, да, вы сказали, или как? Вот. А что, что-то приняла Верховная Рада новое? Может быть, ввела какую-то ювенальную юстицию против родителей, которые не хотят эвакуироваться с детьми? Мне вот это, кстати, непонятно. То есть, типичные признаки фашистского государства. Вот все, что сегодня есть на Украине, да, я могу таких признаков, я сейчас не буду этого делать, но я уже пытался просто про себя это делать. 10 признаков я нашел типичного фашистского государства, сравнивая с фашистской Испанией, фашистской Италией, фашистской Германией. Вот всему этому на сегодняшний день соответствует Украина. В том числе отъем детей.
Ну, понятное дело, что отбирают детей и будут отбирать для того, чтобы родители никуда не уехали. И либо они остались на так называемых, с точки зрения Украины, оккупированных территориях, а ехали вслед за теми детьми, которых отобрали у них. Ну, я просто, мне нечего добавить. Я говорю, это фашистские методы. И вот. Нечто подобное, еще раз говорю, были вот в этих 3 государствах, о которых я говорил. И искать в этом деле правды через международные суды, да, там, через тот же Евросоюз, внимать, так сказать, их заступничеству, там, никто этого ничего делать не будет. В Европе просто таки, что бы на Украине ни происходило, там закрывают глаза. И это уже норма жизни. Норма жизни. Если мы, опять-таки, опираясь на переговорный процесс, вы хотя усомнились в его присутствии, да, может быть, он и отсутствует вовсе, предположили такое развитие событий. Если мы попробуем понять, ну, Донбасс забирают силой, да, ну, то есть пытаются, сколько на это пойдет времени, мы Зеленскому можем, ну, кто-то может доверять, кто-то может не доверять, что это там еще год как минимум войны за Славянско-Краматорск, кто-то говорит, там, такие укрепления, вы что, но все чаще и чаще полностью обестачивается, ну, то есть без света и один, и второй город, идет эвакуация, то есть мы понимаем, что за этими 2 населенными пунктами сейчас стоит вопрос дальнейшего продвижения сделки американской. Если эти города переходят под контроль российской армии силой, то о чем тогда будут договариваться? Ни о чем. Все, будет вопрос закрыт. Начнут придумывать в Соединенных Штатах, в первую очередь, как не потерять вот этот вот дорогостоящий американский актив под названием Украина. Ведь денег туда влуплено немерено. Даже в Аль-Каиду Соединенные Штаты столько не вкладывали, сколько вложили с 2014 года финансов. Хоть они их сами и печатают, конечно. И эти бумажки ничем не подкреплены, но тем не менее мировая валюта, что поделаешь. И американцы влупили в Украину уже столько этой валюты, столько разворовано ее украинскими чиновниками на различных уровнях, что, собственно говоря, будут придумывать нечто иное. Вот. И России будут выставлять какие-то новые условия. Будет повод встретиться, опять же, ну, если уже не Трампу, то будущему президенту США с российским руководством и по другим вопросам. Вот. И причем в связи с тем, что так резко идет удорожание углеводородов на планете, вот. Сейчас еще коснусь этого вопроса по поводу визита премьера Японии в Вашингтон. Это очень смешно. Да, так вот, и даже в связи с тем, что идет удорожание углеводородов в мире, хотя американцы, я поражаюсь просто, какая там аналитика, кто там занимается этим вопросом, начиная эту бойню в Иране, как нельзя было это предусмотреть? Вот для меня это загадка. Полная причем. Причем понимая, глядя опять же, вот на карту просто посмотри, Персидский залив, Ормузский пролив, это же становится понятно, что все это, как говорится, в шаговой доступности. Для того, чтобы воспрепятствовать чему-либо, я даже конкретно не говорю. А здесь блокировка Ормузского пролива, да, ведь Трамп уже потерял даже охоту на то, чтобы вот штурмовать эти острова иранские. А там, между прочим, есть очень большие стратегические объекты, несмотря на то, что остров Харт вообще-то имеет всего лишь навсего 8 километров в длину и 4,5 в ширину. Там малюсенький клочок земли, но там находятся очень мощные нефтеперерабатывающие, нефтеперекачивающие комплексы. Вот, куда, говорится, заходят танкеры и, значит, закачивают в свои танки нефть иранскую.
И вот уже пропала охота у Трампа, понимаете? Вы думаете, Почему? пропало? Пропала, да. Потому что, во-первых, для того, чтобы штурмовать эти острова, а до иранской территории это какие-то пару десятков километров. Если поставить на гребень моря элементарные системы, реактивные системы залпового огня, то эти острова можно раскатать в пух и в прах. И вместе с теми, кто на них находится. И об этом, кстати, уже предупредил министр иностранных дел Ирана. Вот. Он недвусмысленно сказал, что мы мало того, что, конечно, потеряем свое имущество, будем так говорить, но там, на этих островах, если будет внешнее вторжение, никого в живых не останется. И иранцы это сделают, уверяю вас. И Трамп это уже наконец-то понял, потому как Иран сопротивляется. Теперь, что касается, я уже по нефтянке доведу, так сказать, эту тему до конца. Приезжала в Вашингтон, прилетала премьер-министр Японии Санае Такаити. Я полностью посмотрел этот визит по каналу, американскому каналу, господи, дай бог памяти. Хороший, кстати, был репортаж с переводом. Ну, бог с ним, да. Ну, что ABC News. ABC News. ABC, NBC, Fox транслировали. ABC да. News, я уже вспомнил, да. Хороший очень был репортаж. Причем показали полностью пресс-конференцию Такаити и Трампа. Вот. Но что интересно, минут 20 говорил Трамп в приветственном слове, минут 20 говорила Такаити, ни слова о нефтяном кризисе. Ни слова. Это при том, что обе страны вскрывают стратегические резервы. Особенно Япония. То есть в Японии на сегодняшний день такими темпами растет инфляция, что мама дорогая, понимаешь? А с тем, что еще выросли и цены на энергоносители, Япония вынуждена вскрывать те резервы, которые предусмотрены на случай войны. И вообще ни слова об этом. Такаити начала говорить о сыне Трампа, Бероне Трампе, да, восхваляя, так сказать, какой прекрасный у него сын растет. Ну, всякую чушь там говорила, да, но только не о том, какие проблемы есть у Японии. Говорила о каком-то мнимом сотрудничестве, причем были такие, значит, заискивающие речи у японского премьера. Причем полностью заискивающие. А проблем, кстати, на сегодняшний день между США, в отношениях между США и Японией предостаточно. Предостаточно. Я уже сказал, даже та же нефть, да, и газ. Кстати, японцы 25% газа все-таки получают от Российской Федерации по линии газопровода Сахалин-2. Вот. А, кстати, никто не препятствует Японии это делать, в том числе Соединенные Штаты. Никаких эмбарго, никаких санкций к этому не предусматривается. Так вот, что интересно, ведь кто приезжает, если вы заметили, в Японию сегодня, особенно из Европы, а в Европе особенно премьер-министр Стармер подвергается такой, знаете, порке Трампом. Вот. Так вот, кто не приезжает в Вашингтон сегодня из Европы, все подвергаются издевательствам Трампа. Вот он просто нарочито, садясь в кресло у камина, да, со своим визави, начинает грубо издеваться. Очень сильно испортились отношения, кстати, у Трампа с канцлером Германии Мерцем. Очень сильно испортились. Очень сильно испортились с премьер-министром Испании Санчесом. И все, опять же, на волне иранских событий.
когда задали вопрос Трампу на этой же пресс-конференции совместно Японии и США, задали вопрос Трампу, а почему вы не собрали консилиум какой-то там или совещание по поводу того, чтобы страны НАТО вмешались в события, которые происходят в зоне Персидского залива? Фактор внезапности, сказал Трамп. И тут же начинает, издеваясь над японским премьером, говорить, мы взяли пример с японцев, которые в 1941-м разгромили Пёрл-Харбор. Это надо было видеть лицо Санао Такаити. Вот. Она просто закатывала глаза, понимая о том, что предмет Так издевательства... это хорошо. Нет, так где ж хорошо? Нет, я вам объясню, Американцы, почему это когда хорошо. Смотрите. бомбили атомным оружием Вот, Японию, они использовали... когда Да, они американцы использовали фактор бомбили внезапности. японцев, все до сих пор там приезжает кто-то из Америки, все как зайчики, никто даже слова об этом не вспомнит. Конечно, Трамп конечно. открывает окно Авертона. Да, Вспоминая о Пёрли-Харборе, простите, ты должен быть готов, что вспомнят о бомбардировках Хиросимы и Конечно. Нагасаки. Поэтому И в том числе бомбардировки еще и Белграда в 96-м году. То есть, в том понимаете, числе. тут какая история? Понятно, что Трамп своим вот этим несуразным поведением, он срывает маски, и это видно. Однако, если вот брать там по Японии, это же принципиально важный момент. Вот если там вы там ушли в эту степь нефти, ну, в общем, энергоресурсов и Японии, то тут два очень важных замечания. Первое. На Японии хотят ударные ракеты поставить. Китай сказал, уничтожим все. Всех уничтожим. Ни в коем случае не позволим. Но эта программа есть. То есть ударные ракеты американские разместить на территории Японии, которые достают до Пекина, ну, как бы, которые направлены, куда они будут направлены. На КНДР, ну, возможно, но это первый под угрозой Китай. А вторая очень интересная история о том, почему, наверное, молчат вот эти, ну, лидеры, так сказать, государства в топливном кризисе. Китай же вышел с предложением, новость, опять-таки, кто ее комментирует, зачем, вышел с предложением Тайваню. Говорит, Тайвань, ситуация же швах на нефтяном рынке и газовом рынке. Давайте мы вам СПГ свой, китайский, Тайваню, ну, как бы, Тайвань это Китай, но тем не менее, Тайваню будем продавать, ну, за деньги. Вы же недополучаете. Они говорят, нет, не будем брать мы, тайваньцы, ваш вонючий газ, мы будем ждать, пока к нам приплывет американский газовоз. То есть это вот он показатель отношения к топливному кризису. Сам Трамп выходит, говорит, да какой кризис? Мы вообще там никак не зависим, а эти страны, которые зависят, не хотят заводить войска, чтобы помочь нам деблокировать Ормузский пролив. Вот такая политика делается. Мне любопытно тоже сравнить, когда, помните, украинское руководство называло российский газ вонючим тоже. Но, во-первых, ни пропан, ни бутан, ни метан не бывают пахучими газами. Они так и так по-любому вонючие. Поэтому заявление Тайваня по этому поводу, ну, оно смешное, конечно, не более того. А что касается размещения ударных средств на территории Японии, так об этом идет разговор уже, господи, со времен еще Байдена. Вот. Они тогда, когда еще пытались там, помните, приезжало тоже руководство Тайваня в Соединенные Штаты, и госсекретарь США прилетала на Тайвань, не оповестив об этом Китай. То же самое, были терки, скажем, очень жесткие. И все думали, вот-вот начнется война между Тайванем и Китаем. Но не случилось этого, видите. Поэтому сейчас Япония на Окинаве достраивают по своему значению и по своему размеру второй аэродром американский. Окинава действительно является своего рода таким непотопляемым авианосцем на сегодняшний день. Там очень мощная авианосная группировка, вот, которая, ну, опять же, японцы ссылаются, находится там для защиты Японии от вторжения той же Северной Кореи там, и Китая.
Вот. И население, кстати, Окинавы, оно небольшое. Его оттуда уже все вытеснили американцы. Практически это такой, скажем, курортный регион японский, где еще кое-где сохранились какие-то такие населенные пункты, отели, известные на весь мир. Вот, потому как там климат действительно тропический, и там очень приятно отдыхать. Американцы не зря избрали Окинаву, а не какой-нибудь Хонсю, для того, чтобы там устраивать свои военные базы, в том числе авиабазу. Вот. Поэтому вот это является большей угрозой для всех стран Юго-Восточной Азии, а не какое-то мнимое размещение ударного оружия, которое еще надо завести туда. Вот. А это стоит очень больших денег. Второе, это стоит больших денег и по самому строительству этих объектов. Это же не просто там выкатил в чистое поле пусковую установку, и она есть. Нет, конечно, это очень дорогостоящий проект. Да, если подводить итоги 3 недель войны Трампа с Ираном, на что бы вы обратили внимание? Потому что как под занавес этого всепобеждающего рева Трампа о том, что мы уже почти со всеми расправились, были запущены, об этом пишет Wall Street Journal, 2 ракеты дальностью 3,5-4 тысячи километров по Индийскому океану, по базе американской, откуда, собственно, да, и снабжается вот эта авианосная группировка. Плюс сейчас, несмотря на то, что все хорошо, да, как у Трампа, но двигаются туда, в сторону Ирана, десантные группировки, об этом тоже пишет пресса. То есть мы понимаем, что все не просто не пошло по плану, все вообще как бы идет совершенно в разнос. И вот тут возникает такая параллель, она не очевидна, но я хочу, чтобы тоже порассуждали мы на эту тему. Помните, Зеленскому говорили не ехать на Мюнхенскую конференцию 22 года? Помните, Зеленскому говорили, все, хорош, отлично, то есть Стамбул-2, давай заходить в этот, Стамбул-1 точнее, заходить в этот процесс и будем в этом процессе. Но он сказал, нет, Джонсон приехал воевать так воевать. Я помню даже осенью 22 года, после такого серьезного рывка ВСУ, в Харьковской области, в Херсонской области, тяжелых решений Суровикина, который отводил войска на другой берег Днепра. И тогда было окно возможностей, говорили, все, давай вот на этом остановимся, а дальше будем уже переговорами и так далее, и так далее. Зеленский 0 по модулю. Сейчас, если сравнивать условно Зеленского 22 года с падающим рейтингом, с, скажем, положением его политическим, и Трампа с падающим рейтингом, со сложностями в экономике, мы находим определенное сходство. Мало очевидное, но сходство. Как вы подведете итоги вот этих 3 недель войны Трампа? Да, Трамп уже неоднократно объявлял о победе, о том, что ВВС Ирана, ВМС, ПВО Ирана полностью американцами разгромлено. Он этим удовлетворен. Но есть одна проблема. Он не знает, как завершить войну. Вот победа уже есть, да, вот это дичайший, конечно, случай в истории человечества. Объявлена победа, а как выйти из войны, вот непонятно, да. Вот же действительно анекдотичная ситуация. И в этой связи начинают все гадать. Вот, и в том числе мы с вами. А что будет дальше? Ну, давайте вот все-таки вернемся к фактуре. У Ирана не просто закончились ракеты, а появляются новые виды ракетного вооружения дальностью 2000 и более 2000 километров действия. Но я уже, может быть, рассказывал о них. Это одна из таких ракет Харин-Шехр-4 бьет на 2000 километров. И уже были обстрелы. Причем это ракета с разделяющимися боеголовками. Вот, кассетного типа. И есть ударного типа до тонны взрывчатки у этой ракеты. Разносит очень мощные укрепления, израильские в том числе.
Вторая ракета, которая вот только-только появилась, тоже все были в шоке от того, откуда Иран вообще черпает столько вдохновения при такой ужасной и мощной атаке Израиля, даже меньше, чем США. Израиль больше атакует Иран. И здесь появляется новая тоже ракета Хаш-Касем, понятно, названа именем убитого американцами генерала КСИР Касема Сулеймани. Они назвали его именем эту ракету, которая бьет больше, чем на 3000 километров. Американцы очень здорово, я не знаю, там где-то в американских СМИ запустили слух, что иранцы даже могут атаковать западное побережье Соединенных Штатов. Вот. И это, кстати, как-то сейчас поутихло, да? Но по сути, да, вот если разобраться, это ничего не стоит иранцам такую идею осуществить. Напомню, что западное побережье Соединенных Штатов, особенно Сан-Диего, это военно-морская база Соединенных Штатов, где базируются атомные ударные подводные лодки Соединенных Штатов стратегического назначения. Поэтому не совсем приятный такой был вброс, но тем не менее американцы уже, как говорится, принимают к этому определенные меры. А вот что касается действительно, что делать Трампу в этой связи, да, потому как его имидж как президента страны, да, миротворца, имидж миротворца, он подорван. В этом даже нет никаких сомнений. И над ним просто издеваются не только демократы, но и в стане республиканцев там уже ряды пошатнулись. Даже та же его ближайшая помощница Сьюзи Уайльдс, глава аппарата Соединенных Штатов, она напрямую намекает Трампу, что пора заканчивать. Пора заканчивать. Я уже не говорю о вице-президенте Венсе. Его даже на время Трамп отстранил, как говорится, от всевозможных пресс-конференций, чтобы немножечко так подзаткнуть ему рот. Теперь, что я думаю по этому поводу? Мне кажется, Трамп использовать сможет схему ту же, что он использовал и по Украине. То есть, фактически, да, вот как бы Трамп заявил о том, что Украину на сегодняшний день Соединенные Штаты ничем не снабжают. Но ведь мы прекрасно знаем, что это не так. Есть завуалированные пути снабжения фашистско-нацистского режима Зеленского, и Соединенным Штатам удалось эту схему выстроить. То же самое будет и с Ираном. Значит, ударной силой в этом сейчас Соединенные Штаты, Трамп лично, переложит на Израиль, вечный враг Ирана, будет снабжать Израиль всем необходимым, финансами в первую очередь, а также, что интересно, на страны арабского мира. Он скажет конкретно, вот увидите, пройдет не так много времени, он скажет конкретно в адрес государств ОПЕК, особенно стран-экспортеров нефти: ребята, а что я вас должен защищать? В этом случае я вспоминаю этот курьезный случай, да, когда катарцы, по-моему, да, подарили ему самолет. Трамп этого не учел. То есть, тут, как говорится, подарки подарками, ребята, но мне не сносить головы, если вдруг массовая гибель американских солдат просочится в прессу. А она уже просачивается. Те 16 погибших американцев, там или сколько, я даже сейчас не помню, которые официально обнародованы, но это чушь собачья. Там уже жертвы идут на сотни. Просто это фактура, которую журналисты американские сумели раскопать. А Госдепу и министру войны Хексету не удалось этого скрыть. О том, что американские солдаты погибли. Вот хотя бы в количестве этих 16 человек. Ну, и Хексет еще привирает, говорит, Еще бы, с еще бы. семьями общался, семьи такие, говорят, завершите до конца. Да, Вот. да, да. А потом выясняется, что семьи такого не говорили, конкретно тут, ну, отец погибшего солдата. Тут, понимаете, все очень как бы на тоненькую в плане, ну вот, места Украины в этом всем.
Одни утверждают, что Трамп будет, собственно, обезжиривать условно страны залива, ну, те, которые самолеты дарят. Это же тоже интересная информация, да, о том, что, опять-таки, оманский журналист говорит, что хотите закончить войну завтра, платите 2,5 триллиона страны, мне, Трампу. Хотите, чтобы война продолжалась, платите 5. Ну, тоже как-то непонятная какая-то такая логика. То есть сейчас как бы раскуркуливают вот этих куркулей. И вместе с Израилем, который там будет старший по Ближнему Востоку, наместник Ближнего Востока, в общем, будут как-то их обезжиренных уже приводить в чувство и контролировать. С одной стороны. С другой стороны, мы видим как бы Украину, да, где России наносится и продолжает наноситься в том числе энергетический ущерб. Опять атакован Самарский завод и еще какой НПЗ и там еще один завод химический. То есть ущерб идет. Опять там дроны летят на Москву в товарных количествах. Там 50 штук только сбили. Вот последний раз заявил Собянин на момент нашего с вами разговора. То есть это все продолжается. Вот это варево, это продолжается. И это, мол, типа выгодно. Но с другой стороны, если это продолжается, то тогда абсолютно нелогичными выглядят действия снятия санкций с России, с нефти. Иранскую нефть тоже на 30 дней освободили от пошлин, то есть дали Ирану заработать денег. И ну, тут, правда, загадка. Меня вот спрашивают, я не видел. Я видел информацию, что развернулся вроде как Колодкин, имеется в виду нефтеперевозящий танкер на Кубу, который российский. Он там шел, потом развернулся, ушел как бы с курса на Кубу. Но вроде как непонятно, там 2 их должно быть. То есть пока информации нет. США как бы против, чтобы Россия помогала Кубе. То есть тут мы освобождаем, а тут мы запрещаем. Доктрина Монро, получается. Как вам видится игра именно Трампа? Потому что сказать, что это прям сумасбродное все, но это глупо. То есть может ли Америка вести условно эти 2 войны, иранскую и украинскую, или из одной, и судя по всему, наверное, украинской, приходится уходить с концами? Александр, будет еще и 3-я война, которую будут вести американцы, это Куба. Вот. Победа победой по-трамповски, да, но 3-ю войну он все-таки развяжет. А ему деваться некуда. На Украине полный швах, как говорят немцы. С американской стороны, конечно. С Ираном то же самое. Блицкриг не получился. А попробует еще Кубу. Вот хотя бы на зубчик так попробовать, да. Что там президент Мигель Диас-Канель сможет противопоставить? Конечно, силы не равны. Это понятно. Вот. Обезжиривание арабов, как вы выразились. Ну, скажем так, сегодня Линдси Грэм уже выступил, а это, так сказать, тот главный вливатель в уши Трампу всего дерьма, который Трамп потом периодически выполняет почему-то, я не знаю. Так вот, Линдси Грэм заявил, что те страны арабского мира, которые очень плохо противодействуют Ирану, они будут лишены защиты Соединенных Штатов и, в частности, выведения оттуда американских баз военных. Так это же, подождите, стойте. В том числе, минуточку, это и касается Европы. Погодите, так показало время, что наличие американской базы у тебя на территории – это не защита. Да, а это угроза. как раз повод атаковать тебя. Но что интересно, арабы не сопротивляются. Они хотите выводить? Пожалуйста. Мы только скажем вам спасибо. Уже сегодня президент ОАЭ Нахаян в принципе говорит, да мне плевать, выводите, ради бога. Для меня только, как говорится, камень с души и мешок с плеч долой. Вот у арабов к этому вопросу очень, так сказать, такое отношение легкое. Никто плакать там не будет, уверяю вас.
Но, конечно, призывы министра иностранных дел ОАЭ к тому, что надо сопротивляться Ирану, но они, конечно, тоже несколько несостоятельны, потому что у этих стран хоть и много денег, да, но структурировать армию, для того, чтобы структурировать армию, для того, чтобы сделать ее слаженной, боеспособной, неважно какой страны, нужны не только деньги, нужно время. У арабов нет времени сейчас этим заниматься. И они будут искать всевозможные пути, вплоть до переговорных путей, чтобы уладить с Ираном все эти, скажем, разногласия. В том числе, кстати, этому может и Трамп подыграть, выводя оттуда своих военных. Сможет подыграть, может быть, даже не понимая, что он делает. Теперь, что касается Кубы. Я внимательно слежу, кстати, за вот этим событием, да, первыми поставками нефти и газа на территорию Кубы, сжиженного газа, СПГ. Значит, суда российские дошли, их сопровождают корабли Балтийского флота, 2 корабля во всяком случае. Вот. Все эти фейки, которые распространяются, что развернулись там, или что-то в этом духе, они несостоятельны, потому что Россия перед своими союзниками, кто бы о ней что ни говорил, сдерживает свои слова, свои обещания, свои обязательства. Ну, сейчас тут напишут в комментариях и про Асада, и про Да, Иран, да, 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 и да, про да, Мадуро. да, да, да. Ну, Пусть погодите. пишут. Пусть пишут. Значит, поставки нефти и газа – это отнюдь не военная помощь. Про Мадуро писали, что мы должны были там чуть ли, ну, мы, имеется в виду россияне, высадиться чуть ли там тройным кольцом, оцепить резиденцию Мадуро и так далее. Но это пишут дилетанты, Александр. Пусть пишут, нам только добавляют рейтинга, особенно вам, вашему каналу. Поэтому я в этом плане даже не буду спорить ни с кем. Вообще, я в последнее время ни с кем не спорю. Если мне кто-то не нравится, я просто его выключаю, и все. И мне этого достаточно. Вот. Потому что время спорить, доказывать, особенно украинцам, вот этим оголтелым, которые связаны прежде всего с трескотней. Я даже иногда включаю, конечно, вот эти все фридомы, вот эти все мосты украинские информационные. Но, честно скажу, там правды очень мало. Там вообще ее нет. Вообще нет этой правды. Вот. Поэтому вот эти одиозные телеведущие, которых вы лично очень хорошо знаете, и я это знаю, вот, они настолько перелицевали себя, да, из тех неподкупных и правдолюбцев, которыми, может быть, считали себя раньше, в типичных, значит, придворных журналистов, которым диктуют все банковое, и они озвучивают. Поэтому пусть пишут. Главное, чтобы потом, как товарищ Киселев, в кадр трубочка не Да, попала. да. Я только хотел, с языка сняли. Вот. Ну, Киселев не украинский журналист, конечно, ну, как бежавший из России, причем, что интересно, повязший в многомиллионных кредитах. Оказывается, он не такой уж и политический правдолюб, да, который, видите ли, опасался преследования российской власти, а всего лишь навсего бежал от того, чтобы кредиты не платить. И развелся с женой, потому что на нее были переложены все обязательства, там, десятки миллионов рублей по этим кредитам. Так что тут правда тоже такая, знаете, двоякая. Медаль имеет 2 стороны. Почему Киселев нюхает, это другой вопрос. А вот почему он бежал из России и чем он занимается сегодня на Украине, это уже второй вопрос. Вот. Так что журналисты журналистами, они тоже есть разные. Так что с Кубой? Куба на месте. Куба не будет, я думаю, все-таки мое мнение таково, что похитить оттуда президента будет сложно. Сложно будет. И вряд ли американцам удастся то, что они делали в начале 60-х, высаживая там на Плая Херон своих качинос там и всевозможных других наемников.
Если американцы будут пытаться вторгнуться на Кубу, я думаю, что они получат достойное сопротивление. Да, может быть использован, вот заметьте, везде же войны ведутся бесконтактным способом. Израиль ведет бесконтактным способом с Ираном войну. Соединенные Штаты то же самое. Даже практически в Газе вначале был использован Израилем бесконтактный способ ведения войны, да, с тем же Хамасом. А потом уже только там через несколько месяцев произошло вторжение Цахал в сектор Газу. Здесь же, опять же, я думаю, что если американцы и примут такое решение, лично Трамп примет, поскольку он является главнокомандующим. Кстати, этому очень сопротивляется Сенат Соединенных Штатов на сегодняшний день. Категорически. Вот. А главную роль в этом вторжении, мнимом вторжении в будущем, на сегодняшний день выполняет госсекретарь США Рубио, как кубинец от рождения. Вот. Поэтому вторжение, мне кажется, оно хоть и безмозглое, но оно вполне может состояться. Если мы перенесемся снова в Украину, мы видим, как делают имя украинским дронам. Вот смотрите, К-52, атака, FPV, экипаж катапультируется, этих птахи Мадьяра добивают, перемога, и много-много видео оттуда, все обсуждают, смотрите, ничего себе. Потом еще поражение там вертолета сообщается российского. Удар по заводу, где А-50, вот просто прям давно такого не было. Это вот создается этот фон, и многие же думают, ну, под что? Так под дрон дил же создается. Зеленский говорит, давай сделку по дронам. Трамп, давай по дронам сделку. А Трамп футболит Зеленского. Даже более того, вот эту сегодняшнюю встречу в Майами, украинской и американской стороны, Зеленский говорит, про дрон дил, ну типа сделка по дронам. То есть это какая-то вот идея фикс. Почему Трамп отказывается от украинских дронов? Может, потому что не совсем украинские они? Так это раз. Это одно, что они не украинские. Это понятно. То же самое, как и фламинго британские. Вопрос главный в другом, Александр. Главнейший вопрос. А деньги кто платит на все это? Кто дает бабки? Если это все упирается в те же американские деньги, да, Трамп, конечно, будет против. В этом даже нет сомнений. Если вдруг заортачатся британцы, никаких дальнобойных ракет, производство на Украине свернуто. Сейчас производство такими мелкими шажками, незначительными, разворачивается на территории Европы. Причем эта производительность, она настолько ничтожна. Ну, вы там говорите, да, про эти удары по российской территории. Но, опять же, это комариные укусы для России. Россияне очень быстро восстанавливают все эти потери, если их так можно назвать, да, очень быстро, в течение нескольких суток. И предприятие становится стабильной, начинает работать в стабильном штатном режиме. Вот. Поэтому все эти прожекты Зеленского направлены лишь на одно – выкачивание денег. Вот в чем дело. Все эти, потуги и громогласные такие, бодрящие дух, типа как связанные с этим айпадом пресловутым, да, идиотские идеи, да, это все работа на публику. Причем больше сейчас даже не на украинскую, там в Украине уже некого обрабатывать. Либо все обработанные до мозга кости, либо есть та горстка людей, которые все-таки не могут смириться с этим нацистским режимом, но сидят тихо, потому что понимают, что убить человека на Украине – это выеденного яйца не стоит. Никто в этом не будет разбираться. Поэтому никто и не сопротивляется. Хотя есть, конечно, люди, которые сопротивляются этим ТЦКшникам, и эти сопротивления уже носят организованный характер.
то речи все эти Зеленского, они рассчитаны все-таки на иностранных налогоплательщиков, и в том числе американских, потому что так советуют в Лондоне. Ты обращайся больше не к украинцам, ты обращайся больше к нашему народонаселению, говорят ему. Вот, потому что мы платим, а раз мы платим, мы в чем-то ущемляем свои народы. Он это очень четко усвоил. Очень четко. Вот надо отдать ему должное. В этом плане, как клянчить, как выцыганивать вот эти деньги со всех карманов. Не только у одного, там двух. Все должны платить. Это он так ненавязчиво намекает Европе. Все должны мне платить. Если хотите, чтобы я продолжал войну. А ему война нужна до зарезу. Ему не нужны никакие переговоры. Это уже ясно, как божий день. Вот. Этим он и живет. Этим именно живет. Войной, а не миром. Вот. Поэтому все это, как говорится, если рассматривать через лупу, а не так зрением нормального человека, а через лупу рассмотреть, очень видно эти все щербины, трещины и изъянки в политике Зеленского. Финальный вопрос нашей сегодняшней встречи, он все-таки про этот ТЦК и про этот беспредел и ужас, который сейчас царит в Украине. Он, понимаете, он уже как бы от него веет определенной безысходностью. То есть у тебя бронь, нет у тебя брони. Достиг ты 60 лет, ну, как бы можешь ходить свободно, или как бы уже 60, и тебя по новому закону убедят, что нужно идти добровольцем в ВСУ. Опять-таки, 25 лет, у нас же призыв с 25, но не факт. Если ты ограниченно годный, ну, то есть пригодный где-нибудь в тыловых службах, то можешь и до 25 угодить туда. Ну, то есть, понимаете, как бы начинается вот это вот движение параллельно с такими достаточно, ну, вопиющими случаями. Вы упомянули о таком каком-то организованном сопротивлении. Но если так вот здраво посудить, вот просто порассуждать, есть в Украине, и это, кстати, это важно понимать, это важно принимать, есть, ну вот текст, да, определенный, который читает солдат, который принимает присягу. Я такой-то, такой-то вступаю на военную службу и торжественно клянусь народу Украины всегда быть верным, преданным ему, честно исполнять военную обязанность, приказы командиров, неукоснительно придерживаться Конституции и законов Украины, сохранять государственную и военную тайну. Это часть вот этой присяги, которую читает каждый солдат. Вообще военнослужащий. То получается, от этого беспредела ТЦКшников уже может защитить только военнослужащий армии Украины. Хоть там, как их там не гребут, говорят, нет, вы не понимаете, ТЦК, они же зарплату в ВСУ получают, они ВСУшники. Но это, ну, разница очевидна. И эти конфликты уже сталкиваются. Армия и ТЦК. Получается, надежда только на них. Полиция просто, ну, это отдельная история о том, как в Днепре едет мужик, везет беременную женщину, тяжелый случай, она там охает, а они перекрыли ему движение, и их ходят, ржут полицейские эти. Или, например, там курсантики, недополицейские, фотографируются на фоне трупа в том же Днепре. И первый и второй случай, который я привел, это в Днепре. То есть надежды нет на защиту ни у кого. Что думаете по этому поводу? Ну, вот заметьте, кстати, курсанты, это ведь молодые люди, там, я не знаю, 18-20 лет, да? Насколько у людей искорежено сознание. Оно ведь искорежено. Даже к своим соотечественникам, мертвым, оно искорежено. Это вот как раз пример той дикой деградации украинцев, которых очень долго обрабатывали, чтобы они пришли вот к такому результату. А теперь, что касается мобилизации в целом. Я вам другой пример приведу. Я специально интересовался, да, пользуясь, так сказать, связями в украинских банках.
сейчас украинские банки, особенно те, кто имеют долю государственной собственности, блокируют счета. Блокируют счета не только тем, кто находится в розыске, а тем, кто не подали соответствующие данные себе в ТЦК. Это раз. Во-вторых, те, которые не заплатили штраф. Это два. Причем, согласно закону Украины, например, блокировать счета пенсионеров категорически запрещено. А у нас есть пенсионеры, да, и в том числе и военные, которые, скажем, получают пенсию по различным статьям. Но эти счета, их пенсия идет на карту, а счета заблокированы. То есть я такого беспредела представить себе не мог никогда. Не мог. То есть, ну да, есть там, понятное дело, вы привели слова присяги, но ведь присяга, она ведь написана, военная присяга, плоть от плоти от Конституции Украины, где написаны права и обязанности гражданина. Есть обязанности, но нет прав. А это как понимать вообще-то? Так быть не может. В цивилизованном государстве, в фашистском государстве, да, есть только обязанности. Прав у украинских граждан на сегодня нет. Я уже не говорю о том, что там многие сейчас, значит, пускаются в рассуждение о том, что раз, мол, уничтожено международное право, то что вы к нам цепляетесь на Украине, что мы тут нарушаем Конституцию? Так, ребята, этим не надо хвастаться. Этим нельзя хвастаться. Это позор. Вот возьмите даже ту же Европу, да. Здесь, в некоторых странах, ну, например, таких как Германия, верховенство права настолько незыблемо и целомудренно, что не приведи Господь какому-нибудь чиновнику, ну, я так, к примеру, беру, взятку взять, или, значит, организовать какую-нибудь коррупционную схему, это я уже беру повыше так, масштабом преступления. Сгноят здесь просто, лишат всего. Закон превыше всего. Германия, как и, кстати, Италия, как и Испания, как и Великобритания, в этом плане очень целомудрены. То есть, и в первую очередь, наравне с правами, которыми обладает гражданин, вот, здесь царит право защиты себя. Даже если тебя обвиняют в преступлениях, как обвиняют сегодня многих украинцев, есть право защиты. Защита собственной жизни. Это в украинской конституции записано. Все попрано. Ты не имеешь права нигде и не найдешь правды нигде, ни в одном суде. Особенно, если начнешь судиться с ТЦК, а тем более, как я уже упомянул, с банками. Судиться с банком сегодня в украинском суде – это плевать против ветра. Да вообще судиться в украинском суде плевать. Да, да, да. Уже... Самый гуманный суд в мире, как помню, восклицал один киногерой. Это да. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Всего доброго. Будьте мудрыми, дорогие друзья. Комментируйте и подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Ссылки в описании. Увидимся обязательно. Добра и света. До скорого.